Наконец-то сегодня вечером фермер, который просто так не сдавался, копался на своем поле в Мичигане, когда ему показалось, что он наткнулся на столб забора. Это была непростая задача. Годы напряженного труда, десятки сезонов, полных ожиданий и надежд, а также многообразие неожиданностей на его пути. Было прохладное утро пятницы, когда фермер и двое его друзей, устав от монотонных будней, активно работали в поле. Их внимание привлекло нечто странное, и они и понятия не имели, что вот-вот совершат невероятное открытие, которое навсегда изменит их жизни. Утро, как правило, лучшее время для выполнения сложной работы, ведь воздух кажется свежим, и вы по-прежнему полны энергии и оптимизма, когда наступает новый день. Итак, именно в эту пятницу 2015 года, обладая решимостью и мужеством, Джеймс Бристол, фермер, который никогда не боялся трудностей, решил, что настало время вскопать одно из своих обширных соевых полей. Эта работа уже давно ждала своего часа, и вмешательство судьбы ожидало его на каждом шагу. Около 7:30 утра они встретились у Джеймса, переговариваясь и подбадривая друг друга, и вместе отправились на свое большое поле, полные предвкушения и энтузиазма о том, что день принесет им. По дороге они шутили и делились мечтами о том, как будут наслаждаться отдыхом после рабочего дня. Но чего они не знали, так это того, что их день вот-вот примет неожиданный и удивительный оборот, который изменит их представление о мире. Никто из них и предполагать не мог, что они вот-вот откроют нечто настолько редкое и ценное, что это в конечном итоге окажется в Мичиганском университете. Это открытие станет важной частью научной истории, о которой поговорят многие. Как только они добрались до поля, то сразу же принялись за работу. С энтузиазмом и удвоенным старанием они начали рыхлить землю, внося в нее свою душу, труд и жажду успеха. Примерно через 20 минут сосредоточенного труда Джеймс наткнулся лопатой на что-то твердое и необычное. Он остановился, удивленно вглядываясь в землю, которая часто скрывала свои секреты. Затем крикнул своим друзьям, чтобы другие подходили. «Эй, ребята, здесь что-то есть! Идите, взгляните на это!» – закричал он, полон волнения и ожидания. Они втроем собрались вокруг и начали расчищать место, куда Джеймс ударил предмет. Сквозь грязь было трудно что-либо разглядеть, но они уже могли сказать, что эта штука была огромной, и их сердца забились быстрее от волнения и тревоги, ведь им открывался мир тайн. Сначала они предположили, что это может быть старый столб забора, возможно, просто погнутый и забытый. Однако по мере того, как происходили раскопки, они начали понимать, что ошиблись. Вскоре им удалось откопать массивную кость, которая поднимала кучу вопросов и загадок. Внимательно осматривая находку, они заметили, что она была все еще покрыта грязью, и поэтому не были уверены, что это такое, просто кусок древней кости. Но когда они немного почистили его, то поняли, что это действительно реберная кость. И она была огромной, вызывая неподдельный шок у Джеймса, который с трудом осознавал, что нечто столь большое все это время находилось под его полем и ждет своего часа, чтобы быть найденным. Через несколько секунд удивление начало рассеиваться, и их охватило любопытство. Один из друзей Джеймса, не выдержав накала эмоций, начал смеяться, а затем шутить, утверждая, что они нашли динозавра. Он подобрал кость, обежал поле в полнейшем восторге и радости и закричал: «Филд! А вот и динозавр! Мы нашли динозавра!» Это произвело фурор среди них, хотя, конечно, это был не динозавр. Но если не динозавр, то что же это было? Вскоре после того, как мужчины начали кричать, маленький внук Джеймса, услышав шум, прибежал на поле, чтобы посмотреть, что происходит. Когда мой 5-летний внук увидел таз, он просто застыл. Его глаза расширились от удивления и восторга. По словам Джеймса, у него отвисла челюсть, и он не мог отвести взгляда, ведь малыш был явно поражен и не мог поверить своим глазам. Это было удивительное зрелище для семейного крепкого уюта. Исследователи все еще не знали точно, что они нашли, но были уверены, что это что-то особенное и значимое.
На тот момент они полагали, что реберная кость, вероятно, была единственной находкой, захороненной там. Однако их ждал большой сюрприз, который только начинался. Под землей было еще много костей, гораздо больше, чем они могли себе представить, скрытых в недрах земли. Но поскольку у них не было возможности разобраться в этом самостоятельно, Джеймс и его друзья решили связаться с отделом палеонтологии Мичиганского университета, понимая, что это выше их сил, и они были правы, ведь увольнение научным специалистам было единственным верным решением. Прибытие специалистов обещало открыть новую главу в их истории. Вскоре на место происшествия прибыла группа экспертов для проведения расследования, полное знаний и глубоких ожиданий. Дэн Фишер, профессор палеонтологии и руководитель отдела палеонтологии, приехал вместе с командой из университета. Как только они увидели ребро, они поняли, что это за предмет. Но вместо активной работы и обмена мнениями, ученые в тот момент просто стояли молча, уставившись друг на друга. Растерянные взгляды, полные недоумения и удивления, пересекались в воздухе, в то время как Джеймс и его друзья обменивались растерянными взглядами. Они начали терять терпение, понимая, что неизвестность и важность момента ставили их на грани неизвестного. Они не сказали ни слова. Джеймс, встревоженный их молчанием, решил, что они просто пытаются понять, как это могло случиться в его области. Рассказал Джеймс, его голос звучал с надеждой и тревогой одновременно. Наконец, после того, как, казалось, прошла целая вечность, Дэн заговорил и проявил свои глубокие мысли. Он озвучил свои теории о том, какие кости они могут иметь перед собой. Он выразил предположение о том, что поблизости могут быть захоронены и другие, что добавляло к их волнению. Он спросил, могут ли он и его команда копнуть глубже, чтобы подтвердить это удивительное открытие. Джеймс, взвешивая свои опасения и волнения, сказал Дэну, что они могут копать. Но, честно говоря, он опасался, что они могут ошибаться, признался он, полон противоречивых чувств и ожиданий. Команда сразу же приступила к работе, понимая, что у них был всего один день, чтобы раскопать как можно больше. В этот момент каждый был полон адреналина и ожидания, ведь такая находка могла кардинально изменить всю карту истории древнего мира. 15 сотрудников университета засучили рукава и принялись за работу на грязном поле, стараясь не упустить ни секунды. Они также привлекли поддержку из местных, включая экскаваторщика по имени Джеймс Боллинджер, который был рад помочь в этой захватывающей миссии. Никто не знал, что они могут обнаружить, и это создавало атмосферу особого азарта, завершающего каждый их шаг, придающего всему происходящему ощущение чего-то невероятного, будто они сами были героями приключенческого рассказа. Во время работы у съемочной группы возникали всевозможные идеи о том, что это могут быть за кости и куда их могут вести находки, но, несмотря на это, никто не мог даже представить масштаб находки. Однако один важный вопрос продолжал возникать у всех, когда рабочие роптали о недопонимании. Как, черт возьми, эти кости оказались на ферме Джеймса? Затем, неожиданно, прямо во время раскопок, один из рабочих внезапно закричал, привлекая внимание всей команды. Все бросились туда, полные любопытства и волнения. Он указал на что-то огромное, торчащее из почвы. Массивный бивень, который явно стал поворотным моментом в этой истории. Этот момент все изменил и привнес новую волну волнения. Теперь все были уверены, что под землей, в этом богатом на находки месте, были еще останки, которые нужно было раскопать. Дэн Фишер с самого начала был прав. С новой энергией и настойчивостью вся команда ускорила работу, полные надежды на удачу. Джеймс вспомнил, что в тот момент, когда они нашли бивень, Дэн посмотрел на него и, наконец, сказал, что кости, вероятно, принадлежат шерстистому мамонту. Дэн также выразил надежду, что Джеймс должен рассмотреть возможность пожертвования находки Мичиганскому университету для научных исследований и дальнейшей работы. Он объяснил, что мамонт, скорее всего, жил где-то между 10 тысяч и 15 тысяч годами назад, когда мир был совершенно другим, и такие находки могли изменить взгляды на жизнь в тот период.
Он также предположил, что это могли делать древние охотники, которые обитали на этих землях. На ребре даже был след, похожий на то, что его разделывали, что вызвало дополнительные вопросы. Но затем мужчины задались вопросом вслух. Если на мамонта охотились, почему его не съели? Почему не продали его или не использовали? Зачем закапывать такие ценные остатки? Ни у кого из них пока не было ответа, но они были полны решимости это выяснить. Именно тогда Дэн объяснил, что древние охотники, возможно, помещали мамонта в пруд, чтобы сохранить мясо. Это был своего рода рациональный способ хранения пищи, существовавший в те давно минувшие времена. Это предположение заставляло задуматься о жизни в те далекие времена и занятиях людей, которые выживали среди дикой природы. Тем временем раскопки продолжались, и команда не жалела сил, усердно работая, надеясь найти еще кусочки этой невероятной головоломки, чтобы завершить картину их открытия. После нескольких часов тяжелой работы на соевом поле они, наконец, обнаружили нечто поистине удивительное и завораживающее. Совместно с тазовой костью они нашли череп с 2 массивными клыками, ребрами, частью позвоночника и обеими лопатками. Это было невероятное, почти волшебное здание, которое можно было только представить. Дэн назвал это открытие одним из 10 самых важных открытий, когда-либо сделанных в Мичигане, уверенный, что это событие войдет в научную историю. Несмотря на то, что скелет оказался неполным, он все еще находился в замечательном состоянии. Следы времени оставили лишь небольшие следы. Отсутствовали только задние конечности, ступни и несколько мелких костей, которые могли быть потеряны со временем. И тот факт, что им удалось собрать так много останков в целости и сохранности, означал, что ученые могут узнать из этой находки гораздо больше, чем из любых других останков мамонта, которые они изучали ранее. Хотя это животное выглядело как шерстистый мамонт, Дэн объяснил, что, возможно, на самом деле оно не было лишь шерстистым. Судя по внешним признакам, он предположил, что это мог быть джефферсоновский мамонт. Редкий вид, который, как полагают, представляет собой смесь шерстистых и колумбийских мамонтов. Эти виды демонстрируют черты обоих, и ученые хватались за возможность дополнительно исследовать это уникальное явление. Независимо от того, к какому типу этот мамонт принадлежал, было ясно одно. Это была редкая и невероятная находка, которая открыла новую страницу в аналах палеонтологии, и это зарождало огромное количество вопросов и идей. Слухи о мамонте быстро распространились по округе. Любопытные соседи и желающие узнать больше посетители начали приходить на ферму Джеймса, чтобы своими глазами увидеть кости, о которых говорили и которые всколыхнули их воображение. «К нам приезжали люди из Батл-Крика и Джексона», — поделился Джеймс в интервью. Его голос полон гордости и удовлетворения. «Ты?» «Они приезжают в Челси, останавливаются где-нибудь, чтобы спросить дорогу, а затем направляются прямо сюда», — добавил он, с улыбкой вспоминая волнение этих дней. Он добавил: «К нам приходили учителя, дети, родители и даже бабушки с дедушками. Только сегодня утром к нам пришел человек из хосписа, чтобы посмотреть на кости». Реакция всех была невероятной и полной восторга. Так что же в итоге случилось со скелетом мамонта? Джеймс, принимая во внимание всю значимость и ценность своего открытия, принял окончательное решение пожертвовать его Мичиганскому университету, зная, что это будет правильно, чтобы ученые могли провести дальнейшие исследования и исследования на благо всей науки. Что бы вы сделали, если бы были на месте Джеймса? Хотели бы вы расстаться с таким удивительным открытием? Поделитесь с нами своими мыслями в комментариях ниже. И если эта история показалась вам интересной, поднимите большой палец вверх и поделитесь ею с кем-нибудь, кто любит узнавать что-то новое и интересное. Не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить еще больше удивительных открытий из реальной жизни. Спасибо за просмотр этой захватывающей истории, полную интриг и спонтанных моментов.
До встречи в следующем выпуске, когда мы погрузимся еще глубже в мир удивительных находок и таинственных историй, которые ждут своего часа.